Игорь приехал в приют в субботу утром, чтобы выбрать себе новую молодую собаку. После смерти его старого пса прошло почти 2 года, и теперь он, наконец, решился завести нового питомца. Сотрудница приюта показала ему несколько собак, но больше всего ему понравился спокойный рыжий пес по кличке Ральф. Он был молодым, здоровым и сразу пошел к Игорю навстречу. Пока они разговаривали, мужчина заметил в дальнем вольере старого пса с поседевшей мордой. Тот лежал в углу и почти не двигался, поэтому Игорь сначала не придал ему значения. Когда он уже собирался уходить с Ральфом, старый пес вдруг поднялся и подошел к решетке. Игорь остановился, а сотрудница тихо сказала, что его зовут Бакс, и он находится здесь почти 3 года. Мужчина протянул руку через решетку, чтобы погладить его, но Бакс неожиданно осторожно ухватил его за рукав зубами. Игорь улыбнулся и попытался отойти, однако пес не отпускал. Он не рычал и не проявлял агрессии, только смотрел на мужчину своими усталыми глазами и крепко держался за ткань. Сотрудница несколько раз позвала его, но Бакс не реагировал. Игорь почувствовал, как внутри что-то неприятно сжалось. Он вернулся к вольеру и присел рядом. «Ты чего от меня хочешь, старик?» — тихо спросил он. Бакс положил морду ему на колено и, наконец, отпустил рукав. Тогда сотрудница рассказала его историю. Несколько лет назад Бакса нашли на улице после автомобильной аварии. Его хозяина рядом не оказалось, а по найденному адресу никто больше не жил. Пес долго ждал возле ворот приюта, когда его привезли на лечение, и с тех пор каждый раз оживлялся, когда кто-нибудь приходил за собакой. Но люди выбирали молодых животных, а Бакс оставался. Игорь посмотрел на Ральфа, который спокойно ждал у двери, а потом снова перевел взгляд на старого пса. Он понял, что приехал сюда за одной собакой, но сейчас просто не сможет уйти, оставив другую. Через час Игорь подписывал документы уже на Бакса. Первые дни дома пес почти не отходил от него и все время словно боялся, что мужчина снова исчезнет. А через месяц произошло то, чего Игорь совсем не ожидал. Он вернулся с работы и впервые увидел Бакса, который не бросился к двери, а спокойно спал на своем месте, вытянув лапы. Игорь улыбнулся и понял. Старый пес больше не боялся, что его снова оставят. Он, наконец, понял, что это место — его дом. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.